дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале о стильном рукоделии. Меня зовут Оля. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставите лайки. Тема сегодняшнего видео – это детские летние кардиганы с хлопка из пушистой пряжи. И вторая тема моего видео – это пряжа. Я буду показывать запасы своей пушистой хлопковой пряжи, рассказывать, на что я ее покупала, что планирую из нее вязать. И если вам это интересно, то оставайтесь со мной и поехали. Итак, для начала я хочу вставить сразу фотографии детского кардигана, который я вязала для своей дочери, чтобы было понятно, как он на ней сидит, как он вообще выглядит на модели. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take the hot road and hop in. First impression, you OPN. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot, get ya. Теперь расскажу про него. Вот он у меня здесь лежит. Вязала я его в прошлом году. Вязала впритык, и в этом году дочка выросла, и мне пришлось надвязывать рукава примерно на 10 сантиметров. Это пряжа из Тива от Лана Гросса. Вот это у меня розовый цвет, а пряжа точь-в-точь та же, только вот такой цвет какой-то сиренево-голубой. Пуговички я покупала, я думала самой сделать пуговички, как на своем кардигане, но мне в магазине попались очень красивые и подходящие, и поэтому я решила не тратить на это время, а просто их купить. Кардиган связан на спицах пятерка, резинки и горловина связаны на 4,5. Планка здесь цельновязанная, то есть я ее вязала сразу в полотне, и так как планка связана узором рис, а сам кардиган лицевой гладью, то здесь на планке, на самой, я делала в нескольких местах, по-моему, раза 3 укороченные ряды, потому что, как вы знаете, рис, он более короткое полотно дает, чем лицевая гладь, и поэтому, чтобы у меня размеры соотносились, были одинаковыми, я провязывала укороченные ряды. Кардиган связан снизу вверх отдельными деталями, обязательно сделан скос плеча, пройма прямая, и на рукаве, как обычно, небольшой окат. Рукава я вязала, опять набирала их из проймы. Специально я это делала, чтобы, так как это на ребенка, чтобы потом можно было надвязать, что я в этом году и сделала. Горловину я набирала уже отдельно. И когда я вязала планку, я делала дырочки, оставляла места для дырочек. Что хочу сказать, пряжа сама обалденная, она очень тактильно приятная, и ребенок вообще не вылезал все лето из этого кардигана, и всегда выбирает его из других вещей, потому что он, во-первых, очень уютный, он очень теплый, потом натуральный состав, и плюс вот этот вот пушочек, он дает такой эффект плюшевой, не плюшевой, а просто мягкой игрушки, и в нем тактильно очень приятно ходить. И поэтому ребенок, конечно же, выбирал эту нежность. Теперь перейдем к пряже. Эту пряжу, сейчас я покажу в коробке ее. Вот у меня сколько, конфетки, как я уже говорила. Эту пряжу я покупала несколько лет подряд на разные проекты, и именно потому, что она мне тактильно очень-очень нравится. Я уже в прошлом видео рассказывала, ссылку дам здесь, на это видео, о том, что эта пряжа в этом году вышла из производства, ей на замену Лана Гросса выпустила другой вид пряжи, который называется Funky, ссылку на нее дам в инфобоксе, и уже я говорила, что эта пряжа шнурочная, та пряжа новая ленточная, и у них одинаковый практически состав, здесь 85% хлопка, в новой 83% хлопка, остальное занимает полиамид.
И метраж у них тоже практически одинаковый. Единственное, здесь чуть побольше метра, 150 метров в 50 граммах, а там 130 метров в 50 граммах. И теперь начну рассказывать. Начну с самой ранней своей покупки. Я ее приобрела после того, как связала джемпер, о котором рассказывала в предыдущем видео. Так мне понравилась эта пряжа, что я купила сразу большое количество мотков и хотела связать большой оверсайз джемпер. Я этот такой похожий джемпер и такого же цвета увидела в книге Ким Харгривс. Он был связан из ангоры. Я вставлю сюда фотографии. И я хотела связать точь-в-точь такой же, но из хлопка, так как ангора, ну, для меня слишком жаркая пряжа. И этой пряжи я взяла 10 моточков, потому что вообще этой пряжи на небольшой джемпер не длинный, с такими не широкими рукавами, уходит где-то примерно 8 мотков. Поэтому здесь я взяла 10. Это фиолетовый цвет, он похож вот на этот мой джемпер. Немного по цвету. Сейчас у меня свет плохо падает, вот так покажу. Это, во-первых, но почему-то я никак его не свяжу, этот джемпер, у меня все время какие-то новые проекты, и до вот этих планируемых никак не дойдут руки. Следующее я купила в прошлом году, заказывала вот такой цвет. 8 мотков, это какой-то пьяная вишня, наверное, цвет. Я хочу связать кардиган, как сейчас вот модный, укороченный, с вырезом с большим и на 3-4 пуговичках. Вот хотела такой кардиган, и под него хотела какую-то юбку тоже такую же сшить. Следующее это вот такие моточки, это морковный цвет, он прям такой прям морковный. 5 мотков хочу связать дочери джемпер, тоже достаточно объемный, укороченный именно джемпер, с большими рукавами, с такими вот, не длинный. И поэтому купила на него 5 мотков. Все это я заказывала на сайте Лана Гросса. Дальше, следующие моточки у меня. Дальше у меня идут несколько цветов, и они по 2 мотка. Я их брала, потому что я не знала, какие они цвета, как они на сайте выглядят, и как в реальности. Я подумала, что придумаю что-то из них. И я взяла на пробу 5 вот таких цветов. Это получается серо-голубой, но он не совсем, это фиолетово-серый, а это более, это фиолетово-голубой, а этот серо-голубой. У них немножко оттенки другие. И дальше вот такой яркий бирюзовый цвет, розовый, желтый и зеленый. Цвета вообще очень классные, они вместе все классно смотрятся, и у меня получается их всех по 2 моточка. На средний такой джемпер для дочери мне нужно где-то приблизительно 5 моточков. И поэтому я так подумала, что, наверное, я свяжу ей чуть попозже из, наверное, вот такой джемпер. Это будет 6 мотков, когда она чуть-чуть постарше будет, еще чуть-чуть подрастет, чтобы нужно было 6 мотков. Я просто люблю, когда вся пряжа уходит в изделие, чтобы ничего не осталось. И ей сейчас достаточно 5 моточков. И немножечко подождем и свяжу ей вот такой трехцветный, не знаю что. И у меня остаются вот эти 4 моточка прекрасных. И здесь я уже подумала, что, может быть, кому-то из друзей, из знакомых свяжу что-то такое, тоже какой-то кардиган, может быть, подруге, дочери, подруге маленькой свяжу. Пока не решила, пока просто вот они лежат, не знаю, что делать. В принципе, из них, наверное, можно было бы из 4 мотков, даже не знаю, что из них связать. Если есть какие-то идеи, мысли, может быть, вы напишите мне в комментариях, я буду очень благодарна.
Вот так, то есть вот такая. Вообще у меня пряжи еще разной другой много, также хлопковой, но мне хотелось рассказать именно про эту, во-первых, потому что вышла новая пряжа на замену этой, и сейчас я, как уже говорила в прошлом видео, хочу тоже ее купить и что-то связать, попробовать, посмотреть, насколько она отличается от Estiva. Она, конечно же, отличается, но в целом, то есть она более, наверное, модная сейчас, но в целом смысл ее тот же, пушистая хлопковая травка. Очень советую эту пряжу, ну сейчас уже новую пряжу, но эту тоже я в прошлом видео давала ссылки, где еще можно найти Estiva, и она сейчас со скидками наверняка продается, и на самом сайте Lana Grossa остаточки продаются еще со скидкой, с большой достаточно. И если вы думаете, что связать, какой кардиган на лето своей дочери, то мне кажется уже по опыту, что это одна из лучших пряж для этих целей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео, оставляйте, пожалуйста, комментарии, и до новых встреч!